Всем привет! С вами вновь Стас. В конце прошлого года Apple представила новые MacBook Air с экранами Retina. Но что самое интересное, обновился и входной билет в систему Mac, конкретно Mac Mini. На него теперь устанавливается весьма актуальное железо. А вот действительно ли это хорошая вещь или шляпа за очень много денег, нам сегодня и предстоит разобраться. Как вы понимаете, вопрос этот весьма неоднозначный. Давайте посмотрим, что же у нас тут есть. Но прежде всего надо отметить то, что в комплекте с Mac Mini не идет практически ничего, только сам Mac Mini и шнур от него. Но у нас тут есть портативный монитор, который подключается по USB Type-C и не требует дополнительного питания, а также фирменная клавиатура и трекпад от Apple. Обратите внимание, то, что они все в одном цвете, Space Gray. Напомню, предыдущее поколение Mac Mini было серебристым. Естественно, клавиатуру и трекпад придется докупать отдельно, а стоят они немалых денег. В Apple нам пообещали возросшую производительность, многофункциональные порты Thunderbolt 3 и серверные функции. Забегая вперед, скажу то, что KDE под FreeBSD здесь не установлено. Давайте взглянем на него со стороны. Как бы это банально ни звучало, но выглядит он действительно хорошо, как и большинство продуктов Apple. Здесь цельный металлический корпус темно-серого цвета. И, что еще более интересно, блок питания уже встроен в этот маленький компактный корпус. Кстати, весит он очень и очень мало, всего 1300 граммов. Ну и традиционно для Apple радует внимание к мелочам. Все порты очень глубоко загнаны в корпус, все они очень гармонично расположены на площади, но у такого решения есть как плюсы, так и, к сожалению, минусы. А минус это заключается в том, что если повредить хотя бы один из этих портов, то придется менять всю материнскую плату. Надо ли говорить о том, что такой ремонт влетит в копеечку? С портами ситуация весьма позитивная, яблоко тут нужно похвалить. Предполагается то, что этого должно хватить, так как вроде как мы должны использовать оригинальные аксессуары, которые подключаются без проводов, типа беспроводной клавиатуры от Apple или трекпад, например. Также здесь есть 4 порта USB Type-C с интерфейсом Thunderbolt. Через них можно подключить любой хаб, если вдруг понадобятся дополнительные порты. Также у нас есть HDMI 2.0 вместо ожидаемого DisplayPort. Для серверных нужд на корпусе был размещен разъем RJ45. Он может быть как в гигабитном, так и в 10-гигабитном исполнении. Модификацию можно выбрать при покупке прямо на сайте Apple. Ну и, конечно же, его можно использовать для традиционного подключения каких-либо сетей. К тому же есть 3,5 мм разъем для подключения наушников или стереогарнитуры. Едем дальше. Процессор. Он принадлежит к семейству Coffee Lake H. Это значит, что он распаян на плате и заменить его, естественно, не получится. Но это не обычный Core i3-8100H, как может показаться изначально. Данный процессор принадлежит к семейству B. Это означает то, что 4 ядра работают на частоте 3,6 ГГц, а не 3 ГГц. Но в остальном это все тот же Core i3 с теплопакетом 65 Вт. Можно также выбрать для себя 6-ядерный Core i5-8500B, либо Core i7-8700B. Такой же 6-ядерный, но с поддержкой гипертрейдинга. 8 гигабайт оперативной памяти набрано двумя планками по 4 гигабайта, которая, естественно, работает в двухканальном режиме. Частота работает 2666 МГц. Но что более важно, Core i3 не поддерживает регистровую память, так что в плане устойчивости к сбоям он уступает, например, тому же iMac Pro на процессорах семейства Xeon. Теперь поговорим про железку в деле. Но прежде всего надо понять, удалось ли Apple впихнуть в этот компактный корпус достаточную систему охлаждения. Но прежде всего надо сказать то, что Mac Mini во всех практически режимах остается очень тихим. Настолько тихим, что он даже не разбудит вашего кота, который решил поспать на нем, потому что он теплый. При экстремально высокой синтетической нагрузке процессор успел разогреться за 30 минут до 90 градусов. Кажется, что это вроде как много, но это ровным счетом никак не повлияло на частоты работы процессора. Можно, конечно, заставить его тротлить. Для этого достаточно нагрузить сначала графическую подсистему, а потом резко нагрузить процессор. Тогда да. Но это какой-то прям фантастический сценарий использования. Конечно же, металлический корпус тоже нагрелся, но не сильно, до 41 градуса. Кстати, судя по обзорам наших коллег, в старшей модели с 6-ядерным процессором используется та же самая система охлаждения. И очень было бы интересно посмотреть, как дела с тротлингом обстоят там. Понятное дело, то, что наша младшая конфигурация остается довольно стабильной,
Но если мы говорим про более дорогую, то там она уже конкурирует с iMac, хотя здесь уж кому что. Традиционно никому непонятные цифры. 432 и 1571 балл во встроенном бенчмарке CPU Z, 575 и 152 балла в Cinebench R15 с итоговой масштабируемостью 3.78 и 141 гигафлопс в Linpack с AVX. Касательно игр. Ну, тут особо нечего сказать, потому что, во-первых, это все же Mac прежде всего, ну, а во-вторых, на встроенной графике особо не разгуляешься. Но если вы все-таки захотите поностальгировать, то имейте в виду то, что 128-гигабайтную версию лучше обходить стороной. Ну, либо обзавестись очень быстрым и хорошим хабом для быстрого хранилища, что, впрочем, обойдется примерно в ту же копеечку, что и стоит расширенная версия с большим количеством памяти у самой Apple. Сам же SSD порадовал скоростью работы. 2854 мегабайт в секунду на операциях линейного чтения и 725 мегабайт в секунду на операциях линейной записи. Обычно в столь малоемкие SSD устанавливают бюджетную начинку, но не в нашем случае. Здесь у нас скорость чтения весьма высокая, ну а скорость записи нормальная. Кстати, по температурам нету никаких опасений. Максимальная температура составила 51 градус, которая, к слову, очень быстро упала. Резюмируя все вышесказанное, может остаться вопрос, для кого и для чего нужен этот Mac Mini? Но для того, чтобы хотя бы примерно ответить на этот вопрос, надо понять, как именно позиционирует Apple данный девайс. Mac Mini — мощный настольный компьютер, контроллер для домашней автоматики, основа масштабных рендер-ферм. Мощным настольным компьютером, как по мне, Mac Mini считать категорически нельзя. Тут у нас всего 3 мобильных процессора и крайне слабые возможности апгрейда. Контроль домашней автоматики — нет сомнений, но, как по мне, какой-то дорогой получается контроллер, и это явный оверкилл для шестиядерных модификаций. С серверным применением все немножечко сложнее. Если представить это, как преподносит производитель, то, в общем, звучит логично — развернуть масштабируемую рендер-ферму. И такая рендер-ферма действительно развернется очень легко и быстро, но есть сразу несколько «но». Во-первых, это весьма узкий спектр задач, которые можно решать параллельно на системе macOS. Ну а во-вторых, для тех, кто хоть и раз имел дело с серверами, тот прекрасно знает, что главное у них — это стабильность, гибкость в обслуживании и, конечно же, производительность на доллар. И если со стабильностью работы, по крайней мере у 4 ядерных моделей, все весьма неплохо, то с 2 другими параметрами дело обстоит уже не так радужно. Обычный сервер элементарно чистится. Если сломается блок питания, продолжит работать другой. Ну а горячая замена хардов, так это вообще аспирин для сисадминов. Про производительность на потраченный доллар даже говорить не хочется. Базовая модификация с Core i5 в магазине biggeek.ru стоит 94 тысячи рублей, что немного дешевле, чем официальная цена. Кроме того, через сайт Apple можно проапгрейдить Mac Mini до адовой версии. В США доступен Core i7, и что там, что у нас, можно поставить до 64 гигабайт оперативной памяти, до 2 терабайт быстрого SSD и 10 гигабитный Ethernet. В России максималочка на Core i5 встанет почти в 350 тысяч рублей, а вот если брать из США, 280 тысяч за топчик с Core i7. А вот сравнение с платформой Nuke от Intel не совсем корректное. Ну, во-первых, потому что это разные программные платформы, а во-вторых, потому что Intel предлагает немножечко другую идеологию. Можно вообще купить только шасси и доукомплектовать все отдельно по своему усмотрению. Или, напротив, купить суперкомплектацию с интегрированной карточкой Vega M, которая с процессором находится на одной подложке. И это будет совершенно другое устройство как по назначению, так и по списку решаемых задач. Кстати, почему такую же модификацию с Vega M не предлагает Apple, не совсем понятно. Могли бы, в общем, пойти навстречу своим же пользователям. Да, действительно, цена может отпугнуть и отпугнет многих. Но, как показывает практика, люди готовы платить за операционку Mac, и б, готовы платить за беспроблемную настройку и в целом стабильную работу самого устройства. А этого много стоит, особенно с учетом последних казусов с обновлениями Редмонской десятки. Честно говоря, думал, что будет полная шняга, но получилось вполне неплохо. И не забываем заходить в Big Geek, там есть скидочки по промокоду Розеткин.